Итак, сейчас утро, и сегодня интересный день, потому что сегодня мой день рождения. Хи-хи! И я уже получил офигенный подарок. Да, что делать, если у тебя есть канал на YouTube, друзья, и у тебя день рождения? Конечно, начать записывать влог. Вот, мне подарили такую офигенную кофеварку. Это не просто кофеварка, а это такая трехуровневая кофеварка, вот, которая имеет один отсек для воды, затем один отсек для кофе и один отсек, куда кофе приходит. И сегодня я еду в Этномир. Эй, я покажу вам, что такое Этномир. А сейчас времени мало, надо спешить на электричку, да, и поэтому я побежал собираться. А второй раз не взбилась. Как погода, Юля? Погода ветреная, довольно Ветреная. прохладно. Да, сегодня утром был даже снег. Вот, немножко было снега. Так что погода довольно прохладная, да. И вообще я посмотрел прогноз погоды, и должно быть всего лишь 5 градусов. 5 градусов. 13 апреля, 5 градусов. Блин, говорят о глобальном потеплении, а в каждый мой день рождения погода становится все холоднее и холоднее. Мне кажется, это глобальное обморожение. Что ты думаешь? Я думаю, что это просто традиция для твоего дня рождения. Мерзнуть. Москва — город слишком быстрый. Здесь нет времени, чтобы позавтракать. Поэтому мы будем завтракать где? В поезде. В поезде, в электричке. Да, мы будем завтракать в электричке. А что у нас на завтрак, Юля? У нас полезный завтрак или у нас не полезный завтрак? Я бы сказала, наполовину полезный, наполовину не полезный. Вот это полезная часть. Полезный завтрак. Окей, это что, это сок, да? Окей, давай, что еще у нас есть? Показывай. Еще у нас есть неполезный завтрак. Так, неполезный завтрак, Потому что это? у нас есть вот такая булка. Булка, огромная булка в виде сердечка. О, ну, я бы сказал, что это полезный завтрак. Это хлеб. Хлеб — это сила. Вообще в России и не есть хлеб. Хотя это не хлеб, это сдоба-лакомка. Сдоба, да. Булочка или сдоба. Сдобная булочка, сдобный хлеб. Вот так. Что еще? Еще есть ряженка. Ряженка, да, ряженка. Ряженка — это типа кефира, только она делается на топленом молоке. Да? Это топленое полезно? молоко. Это мега полезно. Если ты хочешь быть таким же сильным, как Владимир Путин, то тебе нужно обязательно пить ряженку каждый день. Так, и финальная наша вещь для завтрака — это в общем, творожная масса. Творожная масса — это творог с каким-то наполнителем. Например, здесь есть сахар, изюм, масло сливочное и ванилин. Да, то есть это такой сладенький творожок. Да, любишь сладенький Люблю. творожок? Это вкусно. Да, это вкусно. Итак, сейчас наш поезд отправится, и мы едем в Этномир. Вот мы и приехали в Этномир на маршрутке. Мы ехали сюда на маршрутке. Юль, что ты думаешь? Что ты думаешь по поводу Этномира? Что Я у тебя? думаю, что мне очень интересно посмотреть, какие именно культуры там представлены. Какие культуры? Китайская, японская, русская. Сейчас мы все посмотрим. А вот эта карта Этномира, вот так он выглядит. Здесь
здесь есть несколько разных площадок, и где проходят, как мы и думали, разные мастер-классы и... что еще? И различные выставки, ремесел. Да, выставки разных стран. Мастер-классы культур разных стран. Круто. Вот, первое, куда мы зашли, это, конечно, в магазин шопинг. Вы помните, что я ненавижу шопинг. Ты любишь шопинг? Ну, 50 на 50. Небольшой фанат я шопинга. Да, я не люблю, но здесь просто есть разные интересные фишки. Например, здесь есть вот такая плетеная балалайка. Видите? Это плетеная балалайка. Вот. И еще, конечно, здесь есть традиционная одежда. Вот, традиционная русская одежда. Вот это очень крутая вещь. Я очень хочу купить такую рубашку и снимать видео. Потому что, ну, в России немного людей носит национальную одежду. И я считаю, что она должна быть модная. Это круто, если она модная. Например, в Китае очень многие носят китайскую традиционную одежду каждый день, и это нормально. Но в России такого нет. Вот. Поэтому, конечно, очень много разных сувениров. Ну, и так как мы в России, то, конечно, алкоголя больше, чем сувениров. Конечно. Юля, Да. а можешь рассказать, какую-нибудь взять вещь, просто рассказать, какие-то русские штуки здесь есть? Русские штуки? Да, ну какие-то русские национальные предметы, игрушки. Вот что ты, может быть? Я смотрю на этих кукол. Ага. Мне кажется, что это одна из русских традиций, вот такие куклы из ткани. Смотрите, она полностью сделана из ткани и нескольких веревочек. То есть это такое русское ремесло, тряпичные куклы, как-то так она называется. Тряпичная кукла, Тряпичная да? кукла, да. Тряпичная кукла. А что еще? Вообще, какие материалы? Я знаю, что очень много использовался лен, глина и дерево, да? Вот можем посмотреть, наверное. Вот здесь есть глина. Глиняные горшки. Глиняные горшки. Есть, Ага. в том числе глиняные вазы, какие-то кувшины. Ага. Посмотрите, какие разных размеров. Вот это ваза, да? Вот это ваза. Вот это ваза. Вот это ваза. Да. Вот это Вот это горшок. горшок. Ага. И кувшин. Кувшин. Вот это Ага, кувшин это горшок с носиком, да? У него есть такой носик. Вот это носик, чтобы удобно было наливать что-то, да? Так, ну и, конечно, дерево. Вот я вижу щелкунчик, да? Здесь есть щелкунчик. Из дерева. Да, из дерева. И различные вот такие тоже поделки, баночки тоже из дерева. И, конечно, традиционная русская матрешка. Матрешка. Кукла-матрешка. Огонь. Мы сейчас находимся в павильоне, посвященной России. Ага. То есть здесь разные строения из разных российских областей, Ага. республик, регионов. Так. А вообще этномир — это целый мир. То есть помимо России тут есть еще часть, где есть, например, Северная Америка, Южная Америка, Так. Азия. Ага. Но я думаю, что начнем мы с России. Ну да, давай, я тоже думаю, нормальная идея. Сначала пройдемся по России, а потом уже пойдем в мир. Пойдем в мир. Иной. Главное не в мир иной, друзья. Мир иной это, ну как вам сказать, вот есть мир, есть небеса, есть... Нет, ладно, мир иной это вообще что-то не то. Короче, Потусторонний мир. потусторонний мир, да. Мир духов. Мир духов. Шаманов. Шаманы. Боже мой, Юля, что это такое? Что же, это похоже на печку? Это огромная печка, это огромная русская печка. В ней должны печь пироги. Давайте посмотрим. Пойдемте проверим. Да, пойдем. Конечно, внутри печки есть пирожки. Вот. Очень много пирожков. Да, очень много пирожков всяких разных. И мы сейчас хотим попробовать какой-нибудь пирожок купить вкусный. Надеюсь, что он будет горячий. Мы купили пирожки. И кулебяку. Да, кулебяка это большой пирожок. Вот. И здесь, кстати, смотри, Юля, здесь есть картинка. Это старая русская сказка, которая называется «Гуси-лебеди». И вот эти мальчик и девочка, это брат и сестра,
Они, Аленушка и Иван, по-моему, Иванушка, да. они прятались в печке. Печка их прятала от злобной и страшной бабы-яги и от гусей-лебедей. Гуси-лебеди это такие были, это как, в общем, это была армия зла бабы-яги. Вот баба-яга, и у нее были такие гуси-лебеди. Они хотели, я не знаю зачем, но они хотели, в общем, унести, захватить с собой Аленушку и Иванушку, и они прятались в печке, и печка кормила их пирогами. Такая вот история, крутая. Крутая история? Да, довольно интересно. Пойдем в печку дальше, наверх. Мы сейчас как Иванушка и как Аленушка. Да. И вот мы на улицах Багдада. Нет, на самом деле здесь Индия, здесь не Багдад, здесь Индия. Но здесь очень много разных строений, здесь очень круто. Ну, в основном это отели. И в завершении, друзья, я бы хотел вам сказать, что обязательно, если вы будете в Москве, обязательно съездите в Этномир. Вы очень много получите удовольствия и чего еще, Юля? И новых знаний. И новых знаний, и впечатлений о русской культуре и вообще обо всем в мире. Вот. Так что до встречи вам, до встречи. Чё? Так что до встречи, всего вам хорошего и до встречи в новом видео. Да. Пока-пока. Правильно. Пока-пока. До встречи вам. До встречи вам. Ну что? Да, губы замерзли. Но это все уже никто не увидит. Да, холодно.